Здравствуйте, уважаемые зрители. Я Валерий Табаков, юрист. Сегодня 24 марта 2025 года. Мы с вами в Болгарии. И я, пользуясь случаем, хочу поздравить вас с государственным праздником Республики Болгария, Днем славянской письменности, Днем создателей болгарской азбуки Кирилла и Мефодия. Сегодня я хочу разобрать одну из самых болезненных тем для Украины – языковый вопрос, который вместо объединения нации часто для ее раскола. Вчера вышел эфир программы «Говорит Великий Львов» с Марьяной Герняк и Остапом Дроздовым, посвященный заявлению Сергея Лаврова о русском языке в Украине. Вместо конструктивного анализа и предложений по укреплению национального единства я увидел эмоциональную атаку на русскоязычных украинцев, оскорбления и риторику, которая играет на руку врагу. В этом видео я подробно разберу эфир, процитирую ключевые моменты на русском языке в оригинале, проанализирую их с юридической, социальной и культурной точек зрения и объясню, почему такая позиция опасна для Украины. Это будет жесткая, но аргументированная критика, подкрепленная фактами. Видео будет длиться достаточно долго, потому что тема сложная и требует глубокого подхода. И если вы готовы, то давайте начнем. Начнем с контекста. Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит, цитирую, тому, что останется от Украины, жить по собственным законам или запрещать русский язык. Это не просто провокация, а часть кремлевской стратегии, направленной на оправдание агрессии против Украины. Россия использует языковой вопрос как инструмент пропаганды, чтобы представить Украину как расколотую страну, где якобы притесняют русскоязычных. Но кремлевская ложь должна быть разоблачена на международной арене. Как юрист я вижу в таких заявлениях Лаврова возможность для Украины. Мы могли бы использовать слова Лаврова как доказательство имперских амбиций России, поднять вопрос о культурном геноциде в ООН или других международных организациях. Но что мы видим в эфире канала «Говорит Большой Львов»? Вместо анализа и предложений по противодействию пропаганде ведущие Марьяна Герняк и Остап Дроздов используют заявление Лаврова как повод для внутренней атаки на русскоязычных украинцев. Вот первая цитата Остапа Дроздова. «Наші колонізовані, зрусійщені, зараз побіжать і будуть плескати руками і себе запитувати, ну а чого то Кремль
який 300 років русифікував і в такий спосіб приєднував Україну, і ці землі до свого лона, і побіжать далі наші зрусійщені від російських ракет в підвали, щоб під час тривоги далі там послухати, знаєте, в наушниках якусь руську пісню. Эта цитата задает тон всему эфиру. Вместо осуждения Лаврова и его имперской риторики Дроздов обрушивается на русскоязычных украинцев, обвиняя их в предательстве за прослушивание русской музыки или использование русского языка. Это не просто некорректно, это опасно. В условиях войны, когда каждый украинец, независимо от языка, борется за выживание, такая риторика раскалывает общество, играя на руку Кремлю. Теперь разберем тон, которым ведущие обращаются к русскоязычным украинцам. Остап Дроздов не стесняется в выражениях, называя их манкуртами, мухами и даже тупыми и конченими. Вот его слова. Якщо воно тупе і кончене, ну, мийте, ну, а сенс. Ну, знаєте, це як Марк Твен писав: ніколи не вступайте з ідіотами в дискусії, тому що вони вас затягнуть туди, на свій рівень, де вас просто затурчуть досвідом. Это не просто оскорбление, это дегуманизация. Называть часть своих сограждан мухами, которые коперсаються в триколорному и сгниют в гамни, это язык ненависти. Как юрист я заявляю, такая риторика граничит с разжиганием вражды по языковому признаку, что в правовом государстве могло бы стать предметом судебного разбирательства. Еще одна цитата Дроздова. «Бджоли ніколи не переконують мух в тому, що мед є солодший від говна, тому що мухи мед не їдять. Вони будуть коперсатися, вони створені не природою, у нашому випадку колонізатором». Эта метафора о пчелах и мухах не только оскорбительна, но и опасна. Она создает иерархию, где украиноязычные пчелы, а русскоязычные мухи, обреченные на гниение. Это прямое унижение миллионов украинцев, которые, несмотря на русский язык общения, сражаются за Украину, волонтерят, жертвуют на армию. Называть их манкуртами – это плевок в лицо героям, защищающим страну. Марьян Верняк поддерживает эту линию, критикуя русскоязичних родителей. Виникає запитання, для чого? Тому що російської освіти вже в цій країні не буде. Ось тут виникає запитання до несвідомих, ось тих глухих якраз батьків, які б мали навпаки демонструвати зрілу позицію, а натомість демонструють те, що демонструють. Обвинение родителей в несознательности игнорирует реальность. Переход на украинский язык – это сложный процесс. Особенно для семей, где русский язык был основным на протяжении поколений.
Вместо осуждения этих людей ведущие могли бы предложить пути поддержки, курсы, культурные проекты, медийные инициативы. Но вместо этого они выбирают стыд и клеймение. Ведущие сводят сложную проблему языковой идентичности к черно-белой картине. Украинский язык – добро, русский – зло. Вот слова Дроздова. Так чим я відрізняюся від гору? Якщо я тою самою мовою слухаю ту саму музику, дивлюся той самий відеопродукт. Це, знаєте, така стріла в саме серце війни. Это манипуляция. Язык – это не единственный маркер идентичности. Русскоязычные украинцы, сражающиеся на фронте, волонтерящие или спасающие жизни, не становятся менее патриотичными из-за языка. Утверждать, что использование русского языка делает человека носителем русского мира – это ложная дихотомия, которая играет на руку российской пропаганде. Исторический контекст, на который ссылается Дроздов, говоря о 300 годах русификации, действительно важен. Русификация была реальной политикой Российской империи и СССР, но ведущие не углубляются в анализ. Вместо этого они используют историю как риторический инструмент для эмоционального давления. Например, они не упоминают, что в современной Украине с 1991 года идет постепенный процесс украинизации, который уже принес результаты. Доля украиноязычных граждан растет, а русский язык теряет позиции в образовании и госуправлении. Это естественный процесс, который не требует оскорблений и принуждения. Еще одна цитата Дроздова. «Колонізатор створив таку ідентичність, яка буде до кінця своїх днів навіть на власних руїнах коперсатися в триколорному, буде далі тяжіти до цього ру-мира». Это утверждение игнорирует, что многие русскоязычные украинцы осознанно выбрали Украину, а не русский мир. Их язык – это не их выбор, а результат исторических обстоятельств. Вместо поддержки их интеграции ведущие сеют рознь. Заявление Лаврова – это не просто провокация, а юридический и дипломатический вызов. Как юрист я вижу в нем возможность для Украины. Международное право. Заявление Лаврова можно использовать как доказательство намерений России проводить культурный геноцид. Это основание для исков в международных судах, таких как Международный уголовный суд. Дипломатия. Украина может усилить давление на Россию через международные организации, требуя санкций за имперскую риторику. Информационная война. Разоблачение пропаганды Лаврова через медиа могло бы укрепить позицию Украины на мировой арене. Но ведущие не обсуждают эти возможности. Вместо этого они сосредотачиваются на внутреннем конфликте. Дроздов говорить, ці заяви Лаврова, на які ви просили мою реакцію, навіть не треба на них реагувати. Тому що все те, що говорить Лавров, що в умі рускомірних окупантів вони ніколи нічого іншого і не скажуть. Это пассивная позиция.
Игнорировать Лаврова значит упускать шанс показать миру его имперские амбиции. Вместо этого ведущие тратят время на нападки на русскоязычных украинцев, усиливая внутренний раскол. Самое тревожное – отсутствие конструктивных предложений. Дроздов заявляє, тут ми в такій ситуації, коли як себе не називає жертва, якщо ворог трактує ці території своїми, він в грубий чи в делікатний спосіб буде це освоювати, захоплювати, і тут є лише опір. Но что такое опір? Где конкретные шаги? Вместо этого призывы не зважати и вера в то, что эволюция підчиститься. Это безответственно. Война показала, что сила Украины в единстве. Русскоязычные и украиноязычные граждане вместе сражаются на фронте. Волонтерят, восстанавливают страну. Но Дроздов, боюсь его назвать агентом Кремля, говорит, домінування українського в Україні буде. Це буде трошки з воями, буде трошки, знаєте, з дискомфортом, з вічним нагадуванням тим манкуртам, що ми підманкурти. Это призыв к внутренней конфронтации, а не к единству. Как юрист я утверждаю, такие слова ослабляют нацию. Мы не можем позволить себе внутренние конфликты, когда враг стоит у ворот. Делать вместо этого. Вот конкретные шаги. Образование. Бесплатные курсы украинского языка для всех желающих, особенно для молодежи и семей. Культурная политика. Популяризация украинской музыки, фильмов, контента в TikTok и YouTube, который привлекает молодое поколение. Поддержка билингвов. Программы интеграции русскоязычных украинцев, чтобы они чувствовали себя частью нации, а не изгоями. Международная арена. Использовать заявление Лаврова для усиления санкций против России и продвижения украинской культуры за рубежом. Как юрист я призываю к правовому подходу. Законодательство о языке должно стимулировать переход на украинский через поощрение, а не через унижение, оскорбление и штрафы. Например, налоговые льготы для бизнеса, использующего украинский язык. Или гранты для культурных проектов. Но более того, лучше бы, с моей точки зрения, льготы для бизнеса не украиноязычного, а двуязычного. И гранты тоже для двуязычных культурных проектов. И только это, с моей точки зрения, будет работать на единство украинцев как нации, многоязычной, полиэтнической. Эфир «Говорит Большой Львов» показал, как не надо обсуждать языковый вопрос. Вместо единства – раскол. Вместо решений – оскорбления. Вместо анализа – метафоры. Марьяна Герняк и Остап Дроздов выбрали путь, который ослабляет и разрушает Украину. Я призываю всех нас помнить, мы, украинцы, одна нация, независимо от языка. Наша сила в единстве. Давайте строить Украину, где каждый чувствует себя частью большого дома, а не мухой
на обочине. Ну что, друзья, если вам понравился разбор, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь своими мыслями в комментариях. Вместе мы сможем сделать больше. И пусть живет Украина. До новых встреч!